не были на прогулке. Пойдемте гулять. Сегодня, я надеюсь, будет картинка лучше. Горизонтальная, более широкая. Пойдемте. Помолчу, потому что в лесу надо слушать, тишину леса слушать, не болтать. Очень надеюсь, что вам слышно пение птиц. Просто разноголосие. На таких прогулках вы видите все то же самое, что и я. То есть лес моими глазами. Но самый большой минус, что воздух. Воздух. Я не могу передать вам воздух. Какой здесь замечательный и чистый воздух. Но птицы, вы их слышите. Прекрасный, чудесный лес. Вы его видите. Мой муж знает всех птиц на свете. Если бы он был с нами, он бы точно сказал, кто это сейчас поет. Очень надеюсь, что придут мои постоянные спутники по прогулкам. Руслан, Тамара, Александр, Сашка, Марат. Всяко будет интереснее, будем болтать о чем-нибудь интересном. Если бы вы задавали тему, я бы готовилась. Бузина. В полном цвету бузина. Как хорошо, что сегодня держится горизонтальная картинка. Небольшая опушка леса. Заготовленные дерево заготовленное, трава, люпин. Люпин уже свою основную стадию отцвел. Смотрите, пчела. Вам видно? И слышно, видимо. Какая прелесть. А там люпина много. Фиолетовый он потому, что это дикая форма. Розовые встречаются, но существенно реже. Пойдем посмотрим розовый или пойдем дальше? Пойдемте дальше. Можем еще папоротник посмотреть. Я думаю, даже мои шаги слышны. Столько живности, столько насекомых. Все живут и радуются жизни. Какая прелесть. Ну, сегодня, наверное, все мои на работе постоянные спутники. Понедельник, утро. Смотрите, какой шикарный папоротник. Ну, правда. А вот дикая малина. Ну, она мелковатая, но сладкая. Конечно, домашняя. Она... Я делала шортс папоротник, как он развивается, как он распускается. Это очень красиво. Вообще природа все сотворяет очень красивое. Я так думаю.
А вот дерево. Да, вот по кругам можно считать, сколько ему лет. В Германии Ой, ну так громко, птички. В Германии лесничество на очень высоком уровне. Добрый день. Кто-то присоединился, я очень рада. Здравствуйте, давайте гулять вместе. Вам слышно, как... Вот, кажется, я чат отключила. Отмена. Кажется, я чат отключила. Жаль, мне не видно будет. Здесь попробуем нажать. Чат. Видны все сообщения. Добро пожаловать. Добро. Вам слышно, как птички поют? Пожалуйста, ответьте мне. Вот вам тоже так кажется, что птицы переговариваются друг с другом? Видите, она не без конца кричит, а что-то скажет, а потом ждет ответ. Какая прелесть. К сожалению, я так и не научилась еще давать эти короны Российской империи, кто самый активный поклонник наших прогулок. Но я обязательно научусь. Лучшее, что я сделала за полгода, это создала YouTube-канал. Это правда. Давайте посмотрим дубок. Дубок. Такие у него листья. И такой у нас тут папоротник. Да, очень приятный голос у этой птицы. Если бы мой муж был рядом, то он бы сказал, что за птица поет. Тихо, сегодня обещали грозу. И воздух такой, ну, непростой, так скажем. Ничего страшного, будем гулять вдвоем. Нет, страшного в принципе нет ничего. Но когда люди, беседа точно интереснее. Нет, не всегда. Иногда точно хочется побыть одной. Но очень приятно, когда кто-то гуляет с тобой и радуется этому. Да, кто-то сидит в машине и не может гулять в лесу. Кто-то работает в офисе на 37 этаже и тоже не может гулять по лесу. Кто-то живет в пустыне и тоже не может гулять по лесу. А я могу. Пойдемте гулять вместе. Пойдемте. Это здорово, это интересно. Не всем нужны вот эти вот громкие развлекательные мероприятия. Нет, не всем. Кому-то нужна тихая прогулка по лесу. Иногда молчаливая, иногда можно поговорить на философские темы, на психологические темы. Еще кто-то присоединился. Добрый день, рады вам. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы гуляем по лесу. Вулкан Айфель, Германия. Пожалуйста, напишите, откуда вы. И нравится ли вам гулять по лесу. Ну, у каждого свои интересы. Да, кто-то очень любит море. Кто-то любит горы.
А у нас рядом с нами лес. Я его обожаю. Он дает так много. Вам слышно, кто присоединился, вам слышно, как поют птицы? Пожалуйста, напишите. Ну вот в этом регионе связь еще хорошая. И вот эти пиксели не размывают лес. И горизонтальная картинка — это, конечно, совсем другое, чем вертикальный кадр. Если вам нравится гулять по нашему лесу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Приходите в следующий раз, будем гулять вместе. Я гуляю регулярно. Посмотрите, какая высота. Но я уже говорила, метров 30 минимум. Вот я стою, и метров 30 вверх, ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, 20. Вверх идет лес, сопка такая. Какая богатая сейчас растительность, невероятно. Потому что у нас был сезон дождей. Ну, не сезон, недели 2. Постоянно хорошие дожди. Все так замечательно освежилось, омылось. Мы так рады. Немножко не хватает тепла. Но придет еще. Посмотрите, все в сплошном папоротнике. И наверх. Все сплошной папоротник. Вам видно? Ну, пожалуйста, поговорите со мной. Не хотят. Не хотят разговаривать. Ладно. Может, у людей настроение плохое. Нет, в лесу надо молчать. Но я говорю, потому что я ведущая. Молчать на стриме вообще нельзя. Люди подумают, что это робот. А я точно не робот. Я совершенно замечательный человек, который счастлив моментом здесь и сейчас, который наслаждается этим моментом, который находит счастье в повседневности, в каждом дне. Приглашаю вас на мои прогулки. Будем гулять вместе. Давайте поговорим на какую-нибудь тему. Например, я вчера с подругой разговаривала. Она, жаловалась, что ли, на то, что не может по ночам уснуть, потому что ей не дают покоя негативные мысли и воспоминания о каких-то вещах, которые случились в далеком-далеком прошлом. Но меня это удивляет, потому что это только наша ответственность, наши мысли в голове. Только наша ответственность. Посмотрите, чертополох. Блин, колючий. Невероятно. Но красивый. Цвет такой, ядовитый вообще-то. Но он не ядовитый, он природно-малиновый. Ядовитый — это когда ярко-оранжевый или кузнечно-зеленый. Так вот, вернемся к подруге. Негативные мысли, воспоминания, которые не дают уснуть. Но вот кто виноват, что она снова и снова думает о том негативном, которое произошло даже 20 лет назад? Ну это же абсурд. Это же наша ответственность. Но не надо об этом думать. Надо заметить, что ты опять жуешь эти мысли, и приложить усилия и думать о чем-то другом. Да, здесь нужно прикладывать усилия. Потом придет автоматизм.
Добрый день, еще кто-то присоединился, очень рады. Пойдемте гулять вместе. Мы гуляем по лесу. У нас регулярные прогулки по лесу. Я сейчас замолчу, а вы послушайте пение птиц. Вам нравится наш лес? Очень все свежо, хвоя, были дожди. Все благоухает и растет. Сегодня обещали грозу, поэтому практически нет ветра. Гигантская сосна. Вот это. В обхвате, наверное, я затрудняюсь, но думаю, что около метра. И вот это тоже. Ой, и тут еще одна. Красота какая. Кто присоединился, пожалуйста, напишите, откуда вы, какая у вас география. Мы гуляем по лесу в Германии. Земля, вулкан Айфель, Райланд-Фальс. Здесь прекрасное, божественное место. Здесь чудесная, великолепная природа. Ну, конечно, кому-то нравится море, он не поймет наши леса. А мне как раз нравятся леса и климат здешний. Вот давайте посмотрим листву на бухинах, потому что она уже, она уже не такая нежная, как была когда-то. Еще 2 недели назад мы гуляли, она была нежнее шелка. Сейчас просто изумруд. Посмотрите, какой великолепный папоротник. Да? Все, кто появился новенький, если вам интересно, если вам нравятся наши прогулки, не забудьте подписаться. А вот лужа. Да? Небо отражается. Даже облакам не видно. Так вот, все-таки вам слышно птиц или нет? Пожалуйста, ответьте. А вот это на немецком халюндер, на русском бузина. Вот мы с мужем специально ездим в более чистые места и собираем ее, сушим. У нас на чердаке очень сухо и тепло. Мы сушим и зимой пьем чай. Очень рекомендую. Меня научила это делать подруга из Украины, и я ей очень благодарна, потому что чай просто невероятно вкусный. Да, чуть позже начинаем собирать липу. Тоже делаем, сушим на чай или варим липовый сироп. Да. Ух ты, здесь, наверное, уже связь плохая. Или нет? Я очень надеюсь, что нет. Здесь еще деревья не так глубоко загораживают друг друга. Я думаю, это филин, а вы? Вы тоже так думаете? Ну, какая приятная здесь погода. Какой сегодня чудесный день. Посмотрите, какие корни. Давайте я вам увеличу. Вот живности тут, а. Вот на эту опушку еще выйду. И, видимо, дальше не пойду, потому что связь теряется. К сожалению, связь теряется. Сегодня мы заработали только 1 лайк. Но это ничего. Можно сказать, что мы работаем не за лайки. И наврем.
Потому что лайки это всегда так приятно. Помню, такой знаменитый, относительно медийно знаменитый психолог Лобковский, кажется, Михаил Лобковский, он сказал: я даже не знал, что лайки получать это так приятно. И он прав, казалось бы, да? О, а вон и солнце проглядывает. Но обещали все-таки дождь. Я думаю, что у меня пропала связь, потому что ну, здесь просто фантастично, правда. Вы знаете, вот в лесу, когда в самую чащу зайдешь, как будто в другое измерение попадаешь. Это правда, какая-то открывается такая, от того, что присутствуешь здесь и сейчас тотально, открывается такая какая-то слышимость, и ты как будто в этом очень интересное состояние. Я люблю это. Поэтому я стараюсь уходить немножко подальше. Здесь вот у нас дорога, иногда мешают машины. Но я люблю подальше уходить. Ну, я специально не ухожу далеко, потому что плохая связь. Давайте посмотрим цветочки. Скупые, конечно, скупые полевые цветы. Но для этого у нас есть сад. Мы с мужем разбили прекрасный сад и наслаждаемся в нем. Вам нравится наш лес? Я бы очень хотела, чтобы он вам нравился. Ну, здесь очень склон крутой наверх. Потом вот такая вот дорога. А потом вот такой непролазный лес вниз. И совершенно темно. Ну, я бы не рискнула туда заходить. Почему? Потому что ну, там слишком могут дикие кабаны быть. В нашем регионе они есть. Могут лисы. Здесь косули, здесь лоси, здесь белки. Живности, конечно, много. Вот самолет. Ну, вернемся к теме психологии по поводу негативных мыслей. Или нас никто не заставляет их думать. Да, вот когда мы получаем физически по голове, вот тут да, тут нас заставили страдать. А негативные мысли мы сами себе допускаем в голову и сами от них страдаем. И это только наша ответственность омрачать себе сегодняшний момент или нет. Как правило, настоящий момент всегда нормальный. Ну, если нужно конструктивно о чем-то подумать, решить, то понятно, мы садимся и думаем. А в основном у нас мысли в 90% повторяются, и они не нужные. Они не конструктивные. Мы просто снова и снова думаем о чем-то, потому что это наша привычка. Ой, смотрите, а вот такой цветочек. Вот здесь у нас ров, на самом деле, я боюсь оступиться. Нет, нормально. А? Фуксия. Цвет фуксия. Но он тоже немножко ядовитый цвет. И это правда, этот цветок ядовитый. Его нельзя срывать руками и потом попадет в рот и все такое. Можно получить отравление. Я не знаю, как этот цветок называется, знает мой муж. Но он сейчас не с нами. Красота. Красота. Сколько же здоровья я получила сегодня на прогулке. Невероятно. Ну, я бы, конечно, хотела подойти сюда, но здесь впадина и сплошь крапива в зарослях. Вот туда вот идет резко вниз. Я вот так вот покажу, но все равно не видно.
один поклонник непременно всегда с нами. Какая прелесть! На самом деле я хотела сегодня еще показать вам одно упавшее дерево. Ну, у нас ветра бывают, и бывают сильные. А сосны, как вы знаете, у них корневая система очень поверхностная. Она длинная сосна, но корни поверхностные. И поэтому при сильном шторме часто сосны падают. Вот сейчас я шла на эту тропинку и видела у нас там упавшее дерево, упавшую сосну. Ну, она, вероятно, не недавно упала. Там я вижу одну упавшую, но вам не увидеть, потому что здесь сплошь лес. Я все-таки хочу показать эту сосну, потому что, ну, такое интересное состояние, выкорчеванные из земли корни, выше тебя ростом. О, у нас попутчики, у нас велосипедист. Очень редко здесь бывает, но мы его пропустим. Сейчас отойдем, чтобы его не смущать. От деревьев исходит такая приятная энергетика. Вот если задумываться, сколько хорошего нам дает лес. Да? Воздух, дерево, грибы, ягоды. Алло. Вот, поздоровались, вежливая привет. Вежливая привет. Ну, в России так не принято. Просто прохожему говорить привет. Я не берусь судить, правильно это или неправильно. Просто как факт, это так. Здесь особенно классный участок. Правда? Вау, какая красота. Величие просто. Вот чувствую, что ты сюда в гости пришел. Что хозяева тут деревья, лес, лес. Вон здесь хозяин. Но это ничего, и в воде мы только гости, и в лесу мы только гости, и на планете мы только гости. И что это? И где мы только хозяева? А вот хозяева мы как раз в своем внутреннем мире. Да, могу думать негативные мысли, могу не думать. Могу сердиться, а могу радоваться. Какой смысл сердиться? Разве от этого польза есть? Я научилась жить в моменте здесь и сейчас. Я поняла, что это самое важное в жизни. Что другого в нашей жизни практически нет, кроме настоящего момента. Вот так дороги не видно. Нет, нет, нет. Вот так лучше. Кто-то еще присоединился. Кто-то появляется и исчезает. Или связь плохая, или люди не хотят гулять с нами. Но это не страшно. Сейчас пойдем еще посмотрим упавшую сосну. Не уверена, что у меня получится, потому что там надо пробираться через листву, и камера может начать прыгать. У меня уже есть такой опыт. Если на нее немножко воздействовать, на стабилизатор, то она начинает переворачиваться в вертикальное положение, пищать. Ну, попробуем. Я хотела туда пойти. Это интересно. Пойдемте вместе. Вот зелень, она то ярче, то желтые лютики всегда мне весной рвал муж. Романтично. Я это помню, я всю свою сознательную жизнь. Сейчас у меня уже второй муж, но я бесконечно благодарна первому, который дарил мне лютики. Ой. Не, подождите, давайте вот сюда вот.
Посмотрим. Вот. Никто нам не написал, откуда он, нравится ли ему наша прогулка. Я думаю, что сегодня люди все заняты. Ну, конечно, понедельник, первая половина дня. Все пенсионеры, они гуляют сами по себе, без эфира. Не все, конечно. Некоторые не могут, некоторые больные. Но хотели бы. Бузина в лесу, она скупая. Она без солнца. А бузина на солнце, она такая богатая, такая душистая. Вау! Это правда. Полчаса мы уже с вами гуляем. Надо закругляться. Но я хочу посмотреть дерево. Подождите. Очень надеюсь, что вам со мной интересно. Кто-то еще появился. Напишите, пожалуйста, откуда вы. Мы гуляем в Германии по земле вулкана Эйфель. Сейчас по пути мох покажу вам. Ну, как сказать, я вот залипаю на такие вещи. Сразу мысли, как долго это дерево лежит, как оно под дождем и под снегом. Ну, у каждого свои. А вот здесь дерево почему-то не убранное. Сколько от него могло бы быть пользы, вау. Но бесхозяйственности в Германии мало. В основном наоборот. Вот. Вот сколько они тут лежат. Кстати, и почему не убранные? Сейчас у нас с другой стороны лес очень активно чистят. Привет, красивая природа. Привет. Привет. А вы откуда? Наш новый зритель и наш новый комментарий. Вы из какой части нашей планеты? У вас есть такой лес, как у нас? Вот здесь уже слышно дорогу. Но это ничего. Кар, кар, кар. Кар-кар-кар. Сейчас еще раз покажу вам бузину. Вот, смотрите. Птичку нарушили ее покой, и она недовольно зачирикала. Опа, нацепляли травы. Добрый день всем, кто присоединился. Присоединяйтесь, пожалуйста. Не забудьте подписаться. Мы идем смотреть, как сосну повалил ветер. И она лежит корнями наружу. Оставайтесь с нами, пойдемте со мной. Но здесь особенно громко поют птицы. Мне нужно подняться вот тут, потому что там сильно пологий склон. А здесь я, вероятно, смогу пройти. Подождите. Сейчас попробуем. Ну, опасность, конечно, неприятная, потому что, как их, цекен, это клещи. Да, клещи. Подождите, я посмотрю. Не здесь. Наверное, все-таки не здесь. Пойдемте в другом месте. Вот это, кстати, тоже ядовитая муха. Нет, не муха ядовитая, а растение. Подождите, я сейчас поищу. Где-то тут было. А вон оно. А как же к нему пробраться? Подождите, я попробую. Ну, конечно, если бояться клещей, то
в лес не ходить. Волков боятся в лес не ходить. Мы, это не для нас. Мы придем домой и хорошенько проверим себя на этот предмет. Вот, нашла я его. Вот оно, дерево. Сейчас я вам его покажу. А, здесь я не пройду. Блин. Попробую, если камера меня не подведет. Да? Получилось. И еще раз получилось. Вам слышно, как ветки трещат и листья шуршат. Сейчас я вам кору покажу. Вот это илекс. Вечно зеленое растение, он под защитой Красной книги. Короче, его нельзя срывать. А вот это дерево называется бухин. А сейчас я вам покажу вот этот корень. Подождите. Вот он. Вам видно? Ну, туда вглубь я заходить не буду. Я хотела вам показать. Посмотрите, сколько в этой земле камня. Как эти бедные деревья прорастают, я ничего не пойму. Но вот высота, наверное, 3 метра. Вот этого, вот этой всей корневой системы. Да, силище. Ветер подул, и гигантское дерево корнем в 3 метра. Бац, и упало. О, а это даже не сосна. Это бухин, посмотрите. И он еще цветет, представляете? Вот из воздуха получает. Вот оно, вот оно. Это кольцо, оно около 3 метров. Я 1,70 м. Нет, здесь больше 3 метров. Да, а вот оно дерево. Посмотрите, оно все зеленое. Вот лежит, это оно. Я думала, это сосна. Оказывается, у бухина тоже корни неглубокие. Ладно. Друзья мои, будем прощаться с вами на сегодня. Спасибо большое всем, кто все-таки был, что кто-то написал. Спасибо всем, кто подписался. Пожалуйста, приходите, когда будет у вас время, желание. Мы непременно пойдем опять на прогулку. Всего доброго. Завершить, да, завершить.